кто такая для меня сексуальная женщина. И сколько там в этом списке сексуальных женщин напичкано кого-то, кто на меня вообще не похож. Всю свою жизнь мы попадали мимо кассы. То есть сексуальная энергия внутри нас лилась в образы вот этих вот идеализаций. Эти идеализации были ни в чем не виноваты. И у нас была или гонка за идеалом, если это было хоть как-то возможно. Потому что в моем случае я вот понимаю, что это ну, никак невозможно. Наверное, там в моем представлении о сексуальности есть еще Одри Хёпберн, да, тоже очень далекий от меня образец женщины. И, может быть, Софи Лорен, но тогда, знаете, вот эту ее осаночку я могу взять, королевский взгляд, но, конечно, не ее стройную талию. Помните, какая там такая рюмочка? Ну, то есть, да, что-то я могу вот, ну, схватить и сказать себе, что ну, вот на пару процентов вот от этого образа, это если хотя бы осознать. Да. Потому что беда в том, что мы вообще не осознаем, и мы себя считаем несексуальными, такими, какими мы есть, потому что в детстве, представьте, ужас-то в том, в детстве, ну то есть 7-10 лет был сформирован образ идеальной сексуальной возлюбленной, и этот образ никак не не чистился, не менялся, не осознавался, ну, не подвергался критике. Кто у меня сексуальная? И мы сейчас можем, послушав друг друга, моя Твигги, твоя проститутка и твои супермодели, мы можем сказать, ну хрень же. Так, ну, когда слушаешь, ну, не только себя, а слушаешь еще, думаешь, блин, ну, боже, ну да. Где-то там у меня, наверное, и проститутка, где-то там и супермодели у меня есть. То есть они где-то все могут проявляться, но 100%, что это не я. И что это какая-то идеализация, которая сегодня внутри моей головы, внутри моего мозга наполнена той самой сексуальной энергией. И когда я смотрю на таких женщин, они мне кажутся сексуальными. И если такая женщина придет ко мне на консультацию и скажет, что у нее проблемы с сексуальностью, я скажу, у тебя проблемы с сексуальностью. И она, например, если у меня Твигги, да, то она у меня невысокого роста, там, длинные худые ноги, но она невысокого роста. И таких клиенток у меня достаточно. Я себе сейчас воображаю, что такая клиентка говорит мне, ой, ну да. И так закатывает глаза, потому что в ее голове сексуальными являются с большой грудью, пышные женщины, рубенсовские. Я не знаю, почему это у нее так. Может быть, она видела какую-нибудь потрясающую соседку или какую-нибудь свою тетю, от которой все сходили с ума. И я знаю тоже такую клиентку, у которой реально тетя такая есть за 60, она зажигает до сих пор, ее обожают мужчины, она ими крутит как перчатки, то есть она их меняет, простите, как перчатки. И клиентка маленькая, щупленькая, она говорит, вот моя тетя, вот она такая. Она не говорила мне про идеализацию, я никого не спрашивала. Но я себе представила, когда приходит мой идеал сексуальности и начинает рассказывать обо мне как идеале сексуальности. Какой был бы интересный разговор. Я не буду, пока сюда далеко уходить. Просто предлагаю тебе такой вариант ведения здесь, в тренинге, когда ты идешь за моей идеей и ищешь ту идеализацию в себе, которая для тебя недоступна. То есть мне интересно найти ту идеализацию о сексуальном образе женщины, который тебе недоступен, из-за которого происходит фрустрация. То есть что-то, в моей голове, куда наливается сегодня моя сексуальная энергия. Я смотрю на женщин этого типа. Еще раз, это может быть одежда, поведение, стиль, харизма, энергия, все что угодно. Я могу смотреть туда и говорить, блин, вот они сексуальные, а я нет. Тогда я предлагаю, то есть если есть у тебя аспекты идеализации, с которыми ты хорошо идентифицирована, добро пожаловать. Найди тот, который недоступен, который с тобой никак не коррелируется. Наши идеализации, они были сформированы где-то в детско-подростковом возрасте, и они сформированы какими-то соседями, родственниками,
кинофильмами, книгами, и мы не осознаем, что сегодняшний образ у нас в голове сексуальной женщины, до которого мы не дотягиваемся или с которым мы никак не можем идентифицироваться, он просто сформирован в подростковом возрасте, потому что это было время, когда нам была эта тема крайне интересна, нам нужны были образцы этой сексуальности. И сегодня сексуальная энергия внутри нас, если вот есть мое сущностное я, вот есть я, Дианочка, есть вот это моя идеализация, а есть вот здесь энергия кундалини или сексуальная энергия, как вы хотите ее называть, дофамин, энергия жизни, энергия ци, то есть любой синоним, который вам известен об энергии, которая гуляет в человеческом теле, или ки, еще китайцы говорят, это все будет одна и та же энергия. Она идет вот по позвоночному столбу, поднимается в мою голову, и там в голове она должна прийти вот сюда, в меня. Но если мы говорим, что я сейчас, вот я сексуальна, вот сексуальна, моя энергия поднимается и идет вот сюда. И я начинаю чувствовать огромную разницу. Мы называем это фрустрация. Мне сейчас так надо быть сексуальной, потому что мне надо привлечь клиентов, мне надо соблазнить мужа, мне нужно выйти замуж, мне нужно... А я какой-то сексуальной становлюсь на минуточку. Знаете, такое, раз она прилилась куда-то, и потом ее снова нету. Но зато по миру ходит миллион каких-то сексуальных женщин. Может быть, я их вижу, а может быть, я о них думаю. И это все не я. И когда я буду смотреть в фильмах, или я могу смотреть на этом в аэропорту, я очень люблю наблюдать, вот она идет. Идет вот этот накачанный сексуальной энергией мой идеалистический образ, который не я, с которым я никак, ни плугом, ни траком не могу соединиться, но она фонит у меня, и я вижу их в других женщинах. Может быть, там целиком женщина, может быть, там длина ноги, может быть, там, не знаю, узкая талия, может быть, там красная помада, может быть, там какая-то одежда, там может быть целиком или анатомически разложенный образ. Но энергия пришла сюда, в идеализацию. Есть кто-то внутри меня, кто важнее, чем я. Только вот когда послушаешь другого человека, можно понимать бредовость своих собственных установок, потому что если бы я вас не слушала, я бы сказала, а что, кто-то любит полных, мой Facebook изобилует признаниями в любви, я всю жизнь встречаю мужчин, которые влюбляются в меня, которым нравятся крупные женщины, которым нравится вот эта фигура, это лицо. То есть реальность такая. И эти мужчины хороши собой, интересны, половина из них спортивными кубиками, успешные, разные. Очень часто они кавказской национальности, очень часто из каких-то арабских стран. Вот последняя у меня находка китаец из не Пекина, а Шанхая. И я готова им отвечать взаимностью, понимаете? Но у меня в голове есть идея, что любят только стройных, вот этими с длинными ногами. И я в такой фрустрации все время нахожусь. Может, надо похудеть, надо срочно похудеть. Мое сознание понимает, что при самом срочно похудеть я не стану астеником, ту, которую я там вижу в своей голове. То есть при всем богатстве выбора, я туда не попаду, ничем не попаду. Но мое детское воображение, вот такое, оно детско-подростковое, когда мне хотелось нравиться мальчикам, оно мне говорит, Зая, надо стройнеть, надо, грудь поменьше, юбочку покороче, и еще надо вертеть попой, как Мерлин Монро, вот это сексуально. Моя идеализация насмерть перекрывает меня реальную. Понимаете?
идея, сказка, выдумка, которую мое сознание абсолютно понимает, что это бред сивой кобылы, оно абсолютно сильнее реальности. Вам понятно, о чем я сейчас говорю? В которой я нравлюсь, я красивая, и я полная женщина, и я никогда такой не стану. Это вообще, ну, знаете, как пожелать себе, ну, не знаю, вырасти еще на 70 сантиметров, как твоя Линда Евангелиста. Ну, то есть это ноги, это абсолютно, ну, невозможно, и никакими каблуками я этого не дотяну, ну, но никакая реальность не заставляет меня отказаться от этой идеи.